Однажды Пол и его друзья отправляются в горы в Бутане. Они стоят на вершине горы и поражаются захватывающим дух пейзажем. Пол слышит странный голос, похожий на вой и игру какого-то музыкального инструмента, однако никто этого не слышит, кроме Пола. Полу любопытно, поэтому он следует за голосом, но внезапно падает в расщелину. Остальные члены группы испуганы и хотят его спасти, но они далеко и не могут вызвать спасательную службу. Поэтому его друг решает спуститься по веревке, чтобы спасти Пола. Достигнув низа, он находит его сидящим на земле в кататоническом состоянии. Перед ним странный огромный скелет. Он не похож на человеческий скелет. Прежде чем он хочет помочь ему подняться, Пол шепчет: «Не прикасайся ко мне, иначе ты умрешь». Он не понимает, но все же вытаскивает Пола из расщелины и спускается с горы вместе с остальными. В этот момент начинается метель, и на полпути температура резко падает. Позже они приходят в пустой дом и отдыхают, укрываясь от бури. На теле Пола нет никаких повреждений, но он, кажется, потерял сознание. Пол просыпается через 3 дня. Он что-то шепчет в ухо подруге рано утром, а затем уходит из дома. Несколько часов спустя другие понимают, что его нет. Люди начинают беспокоиться о немецком, ему опасно оставаться одному на улице. Они идут по его следам и находят его сидящим на снегу и играющим на костяной флейте, что он нашел в расщелине. Его друг раздражен его поведением, и он кричит на него в гневе. Но Пол не проявляет никаких эмоций и продолжает играть на флейте. Внезапно девушка Пола вытаскивает кинжал и убивает друга и его девушку. Затем она бросается со скалы, оставляя Пола одного играть на флейте в снегу. В 2018 году Джеймс страдал от депрессии после того, как его жена и сын погибли в автокатастрофе. Ему приходится жить на таблетках, чтобы облегчить боль. Он уволился с работы в полиции и работает в хозяйственном магазине. Его дни монотонны и безжизненны. Однажды дочь его соседа Аманда болтает с ним. Она была в депрессии с тех пор, как потеряла отца. Она даже пыталась покончить с собой, но нашла способ смириться с этим. Она прибегает к медитации и позитивному мышлению, и ее жизнь полностью изменилась. Она считает, что люди способны воплощать свои мысли в реальность. Джеймс не понимает и не верит тому, что она говорит. На следующее утро Джеймса будет звонок. Это его соседка. Ее дочь вернулась домой вчера, но пропала сегодня утром. На зеркале в ванной кровью написано сообщение: «Пустой человек заставил меня это сделать». Соседка думает, что ее дочь, должно быть, похитили, поэтому она звонит в полицию. Однако полиция не хочет заниматься этим, они полагают, что Аманда – всего лишь подросток, который решил убежать. Зная, что она не может рассчитывать на полицию, она обращается к Джеймсу, бывшему офицеру полиции. Джеймс был родителем и понимает беспокойство своей соседки, поэтому соглашается ей помочь. После обыска Джеймс находит в дневнике Аманды листовку об институте понтифика. На оборотной стороне листовки написано слово «тульпа». Джеймс не знает, что это значит. С тем, что Аманда сказала ему вчера, Джеймс думает, что она могла поступить в институт. Он просит перечислить друзей Аманды и начинает расследование. Если бы она планировала сбежать из дома, ее друзья наверняка что-то знали. Джеймс спрашивает ближайшую подругу Аманды, знает ли она, где Аманда и когда она видела ее в последний раз. Подруга рассказывает Джеймсу о последней их встрече и что это было 3 дня назад, когда они играли в игру «Вызов пустого человека» с другими друзьями. Они болтали и пили на мосту. Аманда сказала ей, что если они найдут пустую бутылку на мосту и ударят в нее в ближайшие дни, произойдут странные вещи. В первый же день они услышат пустого человека и не смогут перестать думать о нем, на второй день они увидят его приближение. А на 3-й день пустой человек найдет их и унесет в мир иной, а это значит, он убьет их и заберет их души. Прямо тогда Аманда взяла бутылку и предложила им дунуть в нее. Из любопытства все дети по очереди дули в нее. Они думали, что это глупая история, но когда они закончили на мосту, со странным звуком появилась темная фигура. Каждый раз, когда девушка вспоминает об этом, ей становится жутко. После той ночи они все исчезли, как и Аманда. Джеймс считает, что пустой человек может быть связан с культом, упомянутым Амандой ранее. Он подозревает, что они похищают детей во имя злого бога. Джеймс едет к мосту, где они играли в игру, чтобы посмотреть, сможет ли он найти какие-нибудь улики. Он находит пустую бутылку, а потом в нее дует. Он слышит что-то приближающееся. Он оборачивается, но ничего не видит. Прежде чем уйти, он видит открытый люк, он спускается вниз и находит повешенное тело. Остальных друзей Аманды, кроме них, есть то же самое. Послание, написанное кровью: «Пустой человек заставил меня это сделать», то же самое, что и в доме Аманды. Когда он сообщает об этом в полицию, весь город в шоке. Позже подругу Аманды находят мертвой в своей ванной.
Она оставила на полу точно такое же послание, написанное кровью. Пустой человек заставил меня сделать это. Полиция начинает серьезно относиться к этому делу. Джеймс не прекращает расследование. Он беспокоится, что что-то может случиться с его соседкой. Он ищет в интернете адрес Института Понтифика и значение слова «тульпа». Это культ, который призывает людей жертвовать собой и войти в новый мир посредством медитации. Позже той же ночью он просыпается и слышит шаги в своем доме. Он также видит, как кто-то бродит за дверью. Он открывает дверь, но там никого нет. На следующий день Джеймс отправляется в институт, надеясь узнать местонахождение Аманды. Но никакой полезной информации от администратора он не получает. Он быстро заполняет форму, которую дала ему администратор, а затем идет в церковь, где лидер культа читает лекцию о культе и их боге, пустом человеке. После лекции Джеймс спрашивает лидера, видел ли он Аманду. Руководитель не отвечает ему прямо, он приглашает Джеймса прогуляться по институту. Джеймс видит множество верующих, сидящих в медитации. Позже он встречает верующего, который сообщает ему, что Аманда все еще живая. Но ее нет. Аманда получила повышение, потому что у нее большой потенциал, и ее могли забрать в лагерь в лесу. Используя адрес, который дает ему верующий, Джеймс находит лагерь и некоторые документы. И, видя об этом культе, оказывается, на протяжении сотен лет члены культа помогали древнему злому духу овладеть человеческим телом, чтобы они смогли получить от него убежище и благословение, как раз в тот момент, когда Джеймс уходит с документами. И, видя, он слышит какой-то шум снаружи. Джеймс выходит из дома и видит огонь над озером. Он приближается осторожно и видит, как культ выполняет ритуал. Они замечают его и преследуют. Джеймс бежит обратно к машине и в спешке убегает. Когда Джеймс передает улики полицейскому, ему это не интересно. Вместо этого он обвиняет Джеймса во вторжении в частное царство культа. Теперь Джеймс понимает, что может рассчитывать только на себя. Полиция не поможет ему раскрыть дело. Джеймс идет в свой магазин и берет немного оружия. Позже он идет к своей соседке и сообщает ей, что Аманда присоединилась к секте. Ей лучше уйти из дома и остаться на несколько дней в безопасном месте. Джеймс пробирается в библиотеку культа, где с удивлением обнаруживает множество сведений о себе, включая дату рождения, опыт работы, купон на день рождения, который он использовал в ресторане, и даже выписки из больницы. Он также видит несколько своих обнаженных фотографий, о которых он вообще не помнит. Чтобы получить больше улик, он следует за группой последователей и наблюдает за ними. Он отмечает, что они каждый день тайно посещают пациентов в больнице. Джеймс предполагает, что, возможно, они навещают лидера, поэтому он идет в больницу с пистолетом, где находит Аманду, ухаживающую за больным человеком. Джеймс так взволнован, что немедленно звонит своей соседке и сообщает ей, что нашел Аманду. Но к его большому шоку соседка понятия не имеет, кто такие Аманда и Джеймс. Аманда говорит Джеймсу, что мужчина в постели, Пол, который упал в расщелину много лет назад. Странный скелет, который Пол увидел в расщелине, это пустой человек. Хоть он и давно мертв, но все еще может управлять слабовольными людьми. Он овладевает их телами и общается со своими последователями. Другими словами, Пол теперь является человеческим сосудом пустого человека. Однако Пол слабеет и умирает. Последователям необходимо найти новый сосуд для пустого человека. На этот раз они делают один согласно указанию пустого человека. Выбранный человек должен иметь гормонально сильное и здоровое тело и должно быть полно ненависти к миру, чтобы пустой человек мог полностью овладеть им. Оказывается, у Джеймса сильное тело, идеальная замена Полу. Но проблема в том, что у него устойчивый разум. Пустой человек не может проникнуть в его разум и контролировать его, поэтому последователи фабрикуют фальшивые воспоминания и внедряют их в его разум. Они заставляют Джеймса поверить, что его жена и сын погибли в автокатастрофе, чтобы заставить его чувствовать себя виноватым. Страдают еще больше депрессией. Они также заставляют его поверить, что у него был роман с его соседкой, когда случилась авария. Прямо сейчас у Джеймса полно ложных воспоминаний, и он не может сказать, что реально, а что нет. Это также объясняет, почему он не может вспомнить, когда он делал обнаженные фотографии, и почему секта располагает всей его личной информацией. Из-за всех этих ударов Джеймс почти теряет себя и теряет сознание. Он изо всех сил пытается бороться с демоном, но безуспешно. Пустой человек пользуется шансом войти в его тело через рот и, наконец, овладевает им. Вскоре после этого Джеймс показывает свое бесстрастное лицо и стреляет в Пола, заканчивая его жизнь. Все последователи кланяются Джеймсу, который теперь стал новым пустым человеком.